Задаю магнитное склонение. Готово. Добро пожаловать на занятие, посвященное светотехническому оборудованию. Сегодня мы узнаем про включение и использование светотехнического оборудования Ми-24П в обеих кабинах. Нажмите пробел, чтобы начать. Светотехническое оборудование вертолета обеспечивает его эксплуатацию в любых метеорологических условиях, как днем, так и ночью. По своему назначению оно подразделяется на внутреннее и наружное осветительное оборудование и внутреннее и внешнее светосигнальное оборудование. Освещающий сейчас кабину плафон белого света относится к внутреннему осветительному оборудованию. С рабочих мест экипажа мы и начнем. Нажмите пробел. Кабины экипажа освещаются белым основным и красным дежурным светом с помощью плафонов, установленных на потолке. С места летчика управление плафоном выполняется с помощью переключателя летчика белый, откол красный на щитке управления освещением кабин. Расположенный левее переключатель грузов белый, откол синий управляет освещением грузовой кабины. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Для освещения пультов, приборных досок и отдельных приборов летчика и оператора применяется система красного подсвета. Благодаря ей сейчас подсвечены приборы, необходимые для контроля работы двигателей и электрооборудования. 3 ручки регулировки яркости расположены справа на щитке: кондиционирование и красный подсвет. Вращением ручек добавьте красный подсвет для остальных приборов приборной доски и правых пультов. Чтобы скрыть элементы кабины, мешающие обзору, нажмите клавишу Backspace или кликните на переднюю часть кресла пилота по центру. Для подсветки пультов слева используйте 2 ручки, расположенные на щитке в нижней части правого переднего пульта. Расположенный правее выключатель подсвет щитка спецоборудования обеспечивает работу сигнализации наличия подвесок на пульте управления вооружением при поднятых предохранительных выключателях вооружения в кабине оператора. Нажмите пробел, чтобы продолжить. В верхней части пульта расположен переключатель подсветки планшета картографического индикатора. Установите яркий или тусклый режим подсветки. С освещением кабины летчика разобрались. Переходим к световой сигнализации. Светосигнальное оборудование обеспечивает индикацию характерных значений параметров и режимов полета вертолета, а также работы отдельных агрегатов и систем. Для внутрикабинной сигнализации применены следующие цвета. Красный цвет для аварийных сигналов, которые указывают на отказ в работе агрегата или системы и требуют немедленного вмешательства члена экипажа. Желтый цвет для предупреждающих сигналов, которые указывают на нарушение нормальной работы отдельных агрегатов или системы, но не ведут к аварийному состоянию. Эти сигналы указывают на необходимость включения того или иного агрегата или системы, на включение агрегатами и системами заданной программы и на достижение заданной цели. Зеленый цвет для уведомляющих сигналов, которые указывают на нормальную работу отдельных особо важных агрегатов. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Схемой системы сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности цепей питания сигнальных ламп, а также исправности самих ламп. Для проверки сигнальных ламп рабочего места летчика нажмите на кнопку «Контроль табло», левый Shift плюс левый Alt плюс N.
расположенную слева на щитке управления освещением кабин. Для привлечения внимания к особо важным сигналам используется импульсный режим включения, осуществляемый с помощью системы мигалка. Благодаря этому обеспечивается постоянное мигание лампы соответствующего табло в течение всего времени, пока из соответствующей ему схемы будет поступать сигнал отказа. Для подготовки систем, если выполнить проверку сигнальных ламп с активированной системой мигалка, то после нажатия на кнопку «Контроль табло» будет проверен и импульсный режим особо важных сигналов. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Для изменения яркости горения ламп в зависимости от дневных или ночных условий полета применена система «День-ночь». Система предназначена для изменения яркости горения ламп отдельных табло с целью устранения бликов на остеклении кабины и улучшения внешнего обзора. Уменьшение яркости горения ламп достигается при установке выключателя «День-ночь» в положение «Ночь». Нажмите пробел, чтобы продолжить. Переходим к наружному осветительному и светосигнальному оборудованию. К внешнему освещению относятся посадочно-поисковая и рулежная фары. Рулежная фара установлена в носовой части фюзеляжа на левом борту и предназначена для освещения местности при рулении вертолета. Установите расположенный на левом переднем пульте выключатель фары FPP-9 в верхнее положение. В нижней части фюзеляжа установлена посадочно-поисковая фара FPL-7M, предназначенная для поиска посадочной площадки, освещения места посадки и местности при рулении вертолета по земле. Посадочно-поисковую фару можно поворачивать влево и вправо, как при выпущенном на любой угол положении, так и в убранном положении. При этом вращение фары в обе стороны не ограничено. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Летчик управляет посадочно-поисковой фарой с помощью переключателя фара на левом переднем пульте и кнюбелем, установленным на ручке «Шаг-газ». При установке переключателя фара в положение «Свет управ» электропитание поступает на лампу фары, и она загорается. Дальнейшее управление фарой выполняется клавиатурными командами: левый Shift плюс 8 – перемещение вверх, левый Shift плюс 7 – перемещение вниз, левый Shift плюс 9 – перемещение влево и левый Shift плюс 0 – перемещение вправо. Включите фару и попробуйте осветить местность возле вертолета. После чего нажмите пробел, чтобы продолжить. Для выключения света посадочно-поисковой фары переключатель фара устанавливается в положение «Откл», а для ее уборки в положение «Уборка». Уборка фары может производиться из любого выпущенного и развернутого положения. От внешнего освещения переходим к внешнему светосигнальному оборудованию. К нему относятся аэронавигационные, строевые и контурные огни, сигнальный ламповый маяк, электрифицированные кассеты сигнальных ракет и внешняя сигнализация выпущенного положения шасси.
Основным предназначением внешних огней является предотвращение столкновений в воздухе и на земле. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Аэронавигационные огни АНО служат для светового обозначения вертолета, обнаружения его и определения положения и направления его движения в ночных условиях, как на земле, так и в полете. Предусмотрено кодированное мигание аэронавигационных огней от кнопки «Код АНО». При этом переключатель АНО должен быть установлен в среднее положение от. Увеличьте заметность вертолета, установив строевые огни, предназначенные для того, чтобы облегчить летчикам задачу формирования и соблюдения строя при групповых полетах ночью или в условиях плохой видимости. Включение и изменение яркости строевых огней осуществляется с помощью трехпозиционного переключателя огни строев, расположенным левее выключателем огни контур подается питание на лампы контурного огня, установленного в каждой лопасти несущего винта. Контурные огни предназначены для светового обозначения контура плоскости, обитаемой несущим винтом. Эти огни уже включены и хорошо видны из кабины, и всем, кто находится рядом с вертолетом. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Сигнальный ламповый маяк предназначен для светового обозначения местонахождения вертолета с помощью периодически посылаемых световых сигналов. Используйте выключатель-маяк для включения Для подачи визуальных сигналов вертолет оснащен двумя электрифицированными кассетами сигнальных ракет. Отстрел ракет производится с помощью двух пультов сигнальные ракеты. Для применения необходимо подать питание с помощью выключателя и нажать на кнопку. Для контроля с земли выпущенного положения шасси на всех стойках установлены плафоны с белыми светильниками внешней сигнализации. Окей, с дорожным осветительным и светосигнальным оборудованием закончили. Осталось заглянуть в кабину оператора. Нажмите клавишу 2. В кабине оператора темно. Воспользуйтесь фонариком левый Alt плюс L, чтобы найти на левой боковой панели выключатель плафона и включить свет. Выключается фонарик той же комбинации левый Alt плюс L. Рядом на панели расположены две ручки системы красного. Проверьте сигнальные лампы рабочего места оператора нажатием кнопки «Проверка сигнала». Если летчик подаст электропитание на посадочно-поисковую фару, то оператор при необходимости может забрать на себя управление механизмами выпуска и поворота. Для этого оператор использует закрытый защитным колпачком выключатель группы на себя фара, после чего может управлять посадочно-поисковой фарой, используя кнопель на своей ручке «Шаг-газ». Правый Shift плюс 8 – перемещение вверх, правый Shift плюс 7. Оператор может управлять цветом рулежной фары, используя выключатель FPP-9, при условии, что аналогичный выключатель в кабине летчика выключен. На этом урок, посвященный светотехническому оборудованию, завершен. Выполняйте ночные полеты безопасно и с удобством. Успехов!